Друзья, многие из вас знают, что помимо раскладов на канале и личных обрядов, я обучаю чтению карт Таро. И прямо сейчас веду большой курс у себя на закрытом телеграм-канале, курс по классической колоде Уэйта, который включает в себя не только теорию и практику, но и рассказывает о происхождении жизни на Земле, основе Вселенной, древе Сефирот, и обучает основам магического искусства под названием Каббала. Во время обучения и после вы сможете самостоятельно применять ее на практике и менять свою реальность. На курсе помимо глубоких знаний по Таро и магии вас ожидает работа со своей энергией и взаимодействие с чакрами. После их прокачки и разблокировки вы устраните неприятные ситуации в своей жизни, которые мешают вам наслаждаться каждым днем. Я решила познакомить вас с одним из уроков, которые есть на курсе. Отмечу, что это лишь теоретическая часть и описание одного из арканов, тогда как наиболее глубокая информация доступна для учеников. Ознакомьтесь с ней прямо сейчас и приятного вам просмотра. Друзья, я приветствую вас на 15-м уроке по колоде карт Таро Артура Эдварда Уэйта. Сегодняшний урок завершает серию старших арканов на древе Сефирот. И впереди у нас большой тест, большая практика и, конечно, изучение младших арканов, где мы на уроках будем сопоставлять старшие и младшие арканы и применять их на практике. Заключительным арканом, который мы рассмотрим с вами сегодня, будет шут или дурак, нулевой или 22-й аркан по Каббале. Но прежде чем начать изучение самого аркана, нас ожидает не менее интересная и интересующая всех и каждого тема – зарождение жизни на Земле. Сегодня мы на один урок отложим в сторону изучения чакр и сосредоточимся на теме жизни. Ведь и Сефира Малькут, и сам аркан Шут располагают к этой теме, учитывая, что мы подошли к рождению человека. Я не буду сегодня рассказывать вам свою предполагаемую версию сотворения мира, так как это будет в корне неверно. Мы с вами пройдемся по учению Каббалы и некоторым фактам, которые я нашла в манускриптах. В бесконечных глубинах каббалистической мудрости скрывается одна из самых захватывающих и загадочных концепций. Это учение Ицхака Лурии, известное как Лурианская Каббала. Это учение предлагает поразительную картину происхождения Вселенной, о которой мы с вами говорили на прошлом уроке, и раскрывает тайну нашей роли и исцеления на этой земле. Согласно Лурии, в самом начале существовал лишь Эйн Соф, бесконечный и непостижимый источник всего сущего. Чтобы дать жизнь творению, Эйн Соф совершил акт цимцум, сжатия или сокращения самого себя, создав тем самым пустое пространство, в котором могла зародиться Вселенная. Из этого первозданного пространства возникло гигантское древо, на котором расположился образ идеальной человеческой фигуры – Адам Кадмон. Первозданный человек, состоящий из 10 сферот и одной сокрытой и эманаций божественного света. Каждая сефира излучала свой собственный свет, который должен наполнить соответствующие сосуды, формы, предназначенные для его вместилища. Однако произошло нечто непредвиденное. Сосуды, предназначенные с 4 по 11 сефиру, не выдержали мощи излучаемого света и раздробились, рассеяв его по всей Вселенной. Из осколков этих разбитых сосудов образовались силы зла и несовершенства, которые легли в основу другого, не менее известного древа – клипот, являющее собой противоположность древа Сефирот, который мы также будем изучать. Согласно Лурианской Каббале, вся последующая история человечества – это непрерывный процесс собирания и восстановления рассеянных искр божественного света. Каждый благочестивый поступок, каждое соблюдение общепринятых человеческих норм – это шаг на пути к исцелению разбитых сосудов и воссоединению с первозданным светом Творца. В сердце каббалистического понимания мироустройства лежит концепция древа жизни, символического представления 10 сферот или эманаций божественного. Эти сфероты, подобно ветвям могучего древа, олицетворяют различные аспекты Творца и служат каналами, через которые энергии Эйн Соф изливаются в наш мир. Согласно каббалистическим текстам, таким как легендарная книга Сияния или Заар, 3 высших сферот, Кетр, Хокма и Бина, являются истоками всего сущего. Из них проистекают нижние сферот, завершающие Малькут или Шхинат, божественным присутствием, связующим звеном между Творцом и человечеством. Каббалисты утверждают, что изначально Шхинат или Шхина пребывала в гармонии с остальными сферот, олицетворяя милосердие и любовь Всевышнего. Однако из-за греховности людей эта связь была нарушена, и Шхинат, подобно изгнаннице, отдалилась от своего изначального источника.
Именно этим объясняется рассеивание еврейского народа по всему миру. Мы говорили с вами об этом на старшем аркане башня. Их предназначение заключается в восстановлении утраченной гармонии через процесс тикун, исправления и возвращения к божественному. Мы часто слышим фразу или сами ее повторяем, что в каждом человеке есть свет. Свет, душа, дух, божественное. Не потому ли, что Создатель всего сам свет, Творец, создавший эфир, духов, богов и человечества? Древо жизни также символизирует двойственную природу Творца, где правая сторона олицетворяет милосердие и любовь, а левая – строгий суд и праведный гнев. Однако эти противоположности не противостоят друг другу, а находятся в совершенном равновесии, подобно двум сторонам одной монеты. Каббалистическое учение утверждает, что зло возникает тогда, когда человек отворачивается от целостного восприятия божественного и поклоняется лишь одной из сферот, нарушая тем самым изначальную гармонию и структуру. Именно поэтому путь Каббалы призывает к восстановлению утраченного единства и постижению глубинной сущности мироздания через изучение священных символов и медитативных практик. В лабиринте каббалистических учений также существует особая ветвь, известная как пророческая или визионерская каббала. Ее истоки восходят к XIII веку и связаны с именем Авраама Абулафи, выдающегося мистика, философа и теолога, чьи идеи открывают путь к глубочайшему самопознанию. Согласно Абулафи, человеческая душа словно запечатана 7 замками, отделяющими ее от океана божественной жизни. Именно поэтому человеку так тяжело прийти в акарму. Наша задача – постепенно ослаблять эти печати. Для этого Абулафи разработал уникальную методику медитативного характера, подразумевающую созерцание букв еврейского алфавита. Писание и визуализация этих символов, а также начертание их в матрице судьбы, чем мы будем с вами заниматься, погружает сознание в экстатическое состояние, приближая к раскрытию внутреннего божественного начала. Конечная цель этого пути – полное снятие этих печатей, чтобы высшее присутствие могло поселиться в глубине человека, вытесняя эгоистичные наклонности и заполняя душу светом, то есть Творцом. Легенда повествует, что однажды Абулафия, движимый неистовой верой, отправился в Рим с дерзким намерением обратить самого папу римского в иудаизм. Однако, едва ступив на порог в городские ворота, он узнал о смерти понтифика. Абулафий истолковал это как знак свыше, уберегший его от наказания за чрезмерную смелость. Многие молитвы людей в материальном мире часто бывают просто не услышаны светом или Творцом. И не суть важно, самостоятельно человек молится или в церкви, прибегая к помощи в покаянии священнослужителя. Все это происходит из-за некого экрана. Экран – это твердая форма фильтра, который не дает проникнуть информации из внешнего мира в наш мир, потому что человек ужесточает свой экран теми знаниями, которыми загружает свой мозг. Экран в Каббале называется масах. Фраза «это может быть так и никак иначе» – явный пример экрана, построенный на фатализме и безысходности того человека, который его строил. Именно поэтому на курсе мы с вами выводим наш экран и внедряем его в голову для достижения успеха в общении со Всевышним. Прокачивая Аджну и Сахасрару, мы постоянно на связи с Творцом. Поток энергии невидимой нитью тянется от нас во Вселенную, и наши замыслы исполняются. А теперь ответим на извечно мучающий человечество вопрос: существует ли космос? Безусловно, но, к сожалению, не в нашей реальности. Созданный Творцом галактический Млечный Путь с плеядой звезд и планет есть, он существует, но добраться до него может лишь тот, кто потерял физическое тело на этой Земле. А посему наш космос с Юрием Гагарином и высадка Нила Армстронга на Луну не более чем подражание миру света. Материальный мир – мир зазеркалья, подражание тому, что происходит в мире духов и богов. Человечество всегда хотело и стремилось к отождествлению себя в высший ранг, выше абсолюта. И если помните легенду о Вавилонской башне, она как никакая другая доказывает нам сей факт. Мы строим огромные особняки, бесконечные торговые центры, невозможной высоты небоскребы лишь потому, чтобы доказать свою причастность к высшему миру. Однако далеко не это является подтверждением и обозначением привилегированности и значимости. Все, кто когда-либо обращался и обращаются ко мне с подобными извечными вопросами, я рекомендую посмотреть фильм «Матрица», где ваш разум сразу выловит необходимые неточности и казусы жизни нашей реальности, где вы поймете, что мы проживаем сон во сне, и сам материальный мир не является натуральным. Это хорошая проекция, как и наши с вами аватары. Что действительно реально – это наш дух и душа, смерть и боль. А если все остальное нереально, возможен ли космос за пределами небосвода, который все равно никто не видит?
Навряд ли. Когда можно о нем много говорить и показывать спроектированные картинки и видео, куда как проще вообще не создавать, а просто предъявить ряд научных доказательств, не терпящих никаких возражений. Объединение всеобщих понятий, таких как Бог и дьявол, также существует. Ведь если мы с вами есть, и свет, творец, что создал человечество, то бишь дух, есть, и тот, кто создал наши аватары, тоже есть, ведь Ор Эйн Соф не является создателем материального мира, в том числе и нашей с вами оболочки. Это все равно, что прийти в чужую квартиру или дом, долго звонить в дверь, а потом доказывать хозяину дома, что он не является хозяином, и у дома другой владелец. Нет такого сказочного вида и у дьявола, что мы представляем его по фильмам и картинкам. Я уже говорила вам на 15-м старшем аркане «Дьявол» о том, что образ козла в античной мифологии закрепился за образом дьявола от сатиров, извечных грешников и бисексуалов. Сатиры изображались со остроконечными козлиными ушами, а в иных случаях с пробивающимися рожками и хвостиком. Иногда этих божеств называли просто козлами, и актеры, которые выступали в их роли, облачались в козьи шкуры. В таком же одеянии древние художники изображали Селена и Фавна, итальянского двойника греческих панов и сатиров. Известно, что он был наполовину козлом, то есть козлоногим человеком. Козел, как правило, ассоциировался с импульсивностью и агрессивностью, причем чаще с агрессивностью сексуальной. Все опять же идет от сатиров. А что может олицетворять агрессию, как не пламя огня, ад и котлы в аду, где черти, по поверьям, ждут великих грешников на мучительное времяпровождение длиною в вечность? Образ козла или демона в аду настолько явно закрепился в классической, сначала античной, древней, а затем и современной мифологии, что многие люди свято верят в то, что дьявол выглядит именно подобным образом. Давайте сразу определим с вами, чтобы больше не путать себя и других, как и что из себя представляют высшие боги и те, кто стоит ниже по рангу, но не являются при этом менее значимыми. Общеславянское слово «бог» выходит к индоевропейскому «пхак», что значит наделять, раздавать и создавать. Оно, в свою очередь, родственное с древнеиндийским «пхага» – счастье, благосостояние и наделяющий благом. Таким образом, изначальное значение общеславянского «бог» – это наделяющий благом. Давайте теперь подумаем, что нам, как человечеству, досталось от наделяющего благом Создателя, изначального света, дух и душа. Является ли это благом? Безусловно. У души слишком большая ценность и цена, а дух нельзя купить. Теперь давайте рассуждать, что досталось нам от Демиурга, того, кто создал матрицу или по-другому наш мир. Нам в первую очередь достался аватар, телесная оболочка. Возможно ли продать свое тело? Существует рынок проституции и черный рынок органов. Поэтому да, тело подлежит продаже. Менее ли оно ценно в таком случае? Естественно и очевидно. Однако благо ли это для нас? Благо ли для нас наше тело? Абсолютно точно. Без тела мы не смогли бы существовать, решать задачи, создавать семью, и нас не смогли бы видеть окружающие нас люди. А теперь давайте ответим на извечный вопрос, который часто задают люди. Почему Отец Бог, Создатель мира небесного, Вселенной, и Демиург, Создатель и Подражатель, и тот, и другой по сути своей являются богами? Ведь как-то неверно называть Богом того, кто нарушает и разрушает, устраивает войны на земле и губит человеческие судьбы. Это несправедливо, скажете вы. Однако вернемся к вышесказанным ранее словам. Бог – это тот, кто одаривает благами. И мы помним, что одарил нас не только свет, но и тень. Абсолютно такая же история с демонами, такими как Безельвул, повелевающий завистливыми, Абаддон, повелевающий лентяями, или Бельфигор, повелевающий обжорами или, если хотите, чревоугодниками. Сюда же относятся и каннибалы, кстати. Но неужели все они, являясь демонами, так же, как и создатели обеих систем, являются по сути своими богами? Все правильно. Ведь они тоже нас одаривают. И чем ниже Бог, тем более недостоин его подарок. Если высший разум дарит нам дух и душу, то низшие одаривают нас пороками человеческими. Но одаренному коню, как говорится, зубы не пересчитывают, и имеем то, что имеем. Однако лишь в силах человека выбросить или оставить этот дар. Ленивый может отказаться от своего порока и начать уже что-то делать себе во благо. А чревоугодник накормить обездоленного, вместо того, чтобы направить лишний кусок себе в рот. Мы все бесконечно ругаем демонов, что мешают нам жить, но каково услышать правду, что самый главный и страшный демон скрывается под маской человека? Сегодня мы с вами подошли к рождению человека, его физическому присутствию на этой земле. Сефиры Есот и Малькут тесно взаимосвязаны и представляют собой единое целое, разделенное на две половинки. Как наш мозг невозможно делить на два полушария и говорить о нем как о двух отдельных половинках разного организма, так и две сефиры не являются чем-то разделенным. Они общая структура, если хотите, дом, где есть две разные комнаты.
Согласно Кабале, Есод является основанием, на котором Создатель создал высший нематериальный мир, но только в противоположность Кетер. Если Кетер, иными словами Сефира, где зарождается дух, то Есод – образование материи, которое почти выбралось в Малькут, то есть в материальный мир. Сефира Есод является проекцией Сефира Кетер и Тиферет, но частота ее вибраций намного ниже и грубее. На уровне своей частоты она имеет в себе божественные энергии, которые распространяются на все физические и материальные проявления Малькут. Иными словами, Есод – это матка, через которую проходит ребенок, а Малькут – момент рождения и первый крик младенца. У дурака второй системе есть лишь один путь – нулевой, тогда как в Кабале он рассчитывается под числом 22. Разберем два значения этого аркана. Дурак, пронумерованный как 0, указывает на начало цикла и безграничный потенциал, начало чего-то совершенно неопознанного ранее, начало новой жизни, матку Вселенной, из которой выходит новый человек. Глупый в Древнем Риме, а мы знаем, что карты пошли из Италии, я имею в виду современное представление о Таро, обозначало пустой. Шут носил с собой погремушку, сделанную из бычьего пузыря и наполненного горохом. Это было символом пустоты, так как чем больше пустого пространства, тем лучше в нем что-то гремит. Вот откуда пошло выражение «шут гороховый» и «клоун в горошек». Со времен итальянского ренессанса дурак в самой старой колоде Висконти Сфорца изображался как мрачный тип, обездоленный человек, лишенный дома, ума и социального статуса. Здесь 0 обозначает отсутствие, начало пути, на котором находишься на самом дне, без надежды на улучшение жизни. И это нисколько не удивительно. В XIV веке выжить и уберечь себя от всякого рода беды мог только знатный господин, родившийся с золотой ложкой во рту. Но и те терпели неудачу, уступая все свои почести свалившейся вдруг на них болезни. Начиная со французского марсельского таро, где дурак именовался Лемат, он проходит по 21 арканам для использования его как главного козыря в классических карточных играх, таких как очко. В более поздних играх с картами Таро в Центральной Европе он предстает непронумерованной картой с уникальным дизайном, но иногда его все же нумеруют как 0, несуществующая карта, или реже 22, то бишь последняя карта. Дизайн и нумерация тогда не указывали на его роль козыря или специальной карты в конкретной игре. С 1930-х годов Таро Нува в качестве углового указателя для дурака часто используется черный перевернутый треугольник. В большинстве игр Таро, зародившихся в Италии и Франции, дурак играет уникальную роль. В этих играх дурака иногда называют отмазкой, потому как игры в Таро являлись играми на взяточничество, а карта дурака освобождала игрока от необходимости продолжать игру той же мастью или играть козырем. В конце взятки игрок забирал дурака и добавлял его в свою стопку взяток, а в большинстве игр отдавал победителю взятки, наименее ценную карту из этой же стопки. Во многих эзотерических системах толкование карт Таро интерпретировался как главный герой истории, а старшие арканы – это путь, который дурак проходит через великие тайны жизни. Изучая каббалистическое древо, мы понимаем, что это похоже на истину. И дурак – это главный герой, новый человек, а путь старших арканов – это его путь в утробе матери, тогда как младшие арканы – путь заблуждений в материальном мире. После того, как 21-й старший аркан мир показал нам конец этого мира, дурак же, наоборот, воссоздает все по-новому, совершенствует и приобретает. Именно поэтому числовым значением по Кабале дурак будет 22-м. Когда мир рушится, мы берем и строим новый. Никогда не будет окончания материального мира и духовного тоже, так как богов, изначальных высших сил, создателей всего двое, а значит и мир будет и наверху, и внизу. Число 22 является главным числом в нумерологии, потому что обладает высокой вибрацией и духовным значением. Число жизненного пути, так называемое мастер-строитель. Числа жизненного пути – это фундаментальная концепция древней практики, которая придает числам духовное значение. Число 22 – сакральное число Каббалы. 22 соединительные ткани древа жизни, обозначены числами от 1 до 400 в соответствии с 22 буквами еврейского алфавита. Также есть гипотеза, что к древним израильтянам Каббала перешла от египтян через Моисея. Вспомним, что буквы в Каббале связываются с их изначальными египетскими прототипами, а в период вавилонского пленения была утрачена евреями, но сохранилась в Халдейской академии, где была изучена пророком Даниилом и передана им Ездре. Поскольку древо Сефирот описывается не только образом Адама Кадмона, но и Солнечной системой, вполне вероятно, что воссоздали образ древа сами астрологи Халдеи. 22 – число Прозерпины, возрождающейся весной, символ трансформации духа и тела. Считалось числом, олицетворяющим собой высший разум и глубокую мудрость, носящую завершающий и конечный характер. Не зря графическим символом этого числа считается великий змей Ураборос, укушающий себя за хвост.
Мистическим корнем числа 22, которому приходит в результате акта теософского сложения двух чисел, его составляющих 2 плюс 2, является число 4, божественный тетрактис, тетрактис пифагорейцев. 22 декабря – абстрактная точка зимнего солнцестояния, который издавна имеет магический и таинственный смысл. Длительность светлого времени суток составляет в эти дни порядка 7 часов. 22 означает полный круг совершенства. И здесь мы можем задать сами себе простой и извечный вопрос. Быть может, аркан Шут всегда был и будет по 22 номером, а обозначение 0 – это и не 0 вовсе, а круг, закольцованный жизни, жизненных событий и факт перерождения человечества. 22-я карта старшего аркана – наиболее сложная карта, символ святой простоты. Аркан начертаний матрицы предназначен для обучения. Здесь все глифы, заклинания, которые мы будем проходить на практике, направлены на обучение и на легкое движение вперед. Он делает сознание мага чистым, избавляя его от ненужной информации, пустой информации. Усиливает сексуальность, артистизм, умение договариваться. 22-й аркан – это способность меняться, выбирать именно ту модель поведения, которая нужна в данной ситуации, приспосабливаемость к окружающей среде. Мужчина на картах Таро и в жизни чаще всего символизирует логику. Здесь мужчина идет, то есть логика превалирует над интуицией. Мир такой, какой он есть, а не такой, каким мы его описываем или собираемся увидеть. Мужчина смотрит вверх. Взгляд вверх означает, что человек настроен на сигнал Есод, так как он сам находится в Мальку, то есть чувствует и ловит сигналы системы о том, как должно быть и как будет на самом деле. В этом состоянии мы иногда находимся, к примеру, когда попадаем в какую-то ситуацию и почему-то ведем себя в ней не так, как обычно. Подобное точно случалось, если у вас хоть немного есть от 22-го аркана. Итак, умение действовать согласно ситуации, аспект 22-го аркана, взгляд вверх. Верхняя одежда персонажа всегда символизирует физическое тело. Рваные рукава рубахи символизируют, что фиксации на физике нет. Человек не обращает внимания на то, что его окружает, уменьшает важность этого окружения. Когда говорят, что нужно убрать ЧСВ, рекомендуют этот глиф. Куда направлено внимание, туда течет энергия. Перестаньте замечать проблему, и ее не станет. Может, где-то что-то и болит, но если не заострять внимание, боль уйдет, растворится. Мир в аркане воспринимается таким, какой он есть, вне зависимости от внешних факторов. Белая внутренняя сорочка – показатель чистых помыслов, намерений. Белый цвет одеяния – показатель того, кем на самом деле является человек, его внутреннее «я». Обувь есть, значит, власть имеется, но сапожки мягкие – это определенный закон. Можно навязывать свои желания другим, но в мягкой форме. Посох всегда символизирует опыт, на который люди опираются. Здесь посох на плече, то есть сам опыт есть, но на него не обращают внимания, так как человек заново родился и ничего не помнит. Котомка тоже опыт. Там в багаже что-то есть, но для того, чтобы это не мешало движению, она на плече. Белый цветок в руке у персонажа символизирует внешний мир, природу. То есть человек воспринимается в этом аркане как природа и как дары природы, дары внешнего мира, верит в чудеса природы и ее изобилия. На голове шапка, активное подсознание, активная связь с внешним миром. Золотые волосы и большое красное перо в шапке, то есть у человека, включены в верхние чакры, и он опять же воспринимает мир таким, какой он есть. Перо – это еще и легкая агрессивность, активность, напористость, когда человек чувствует, что он прав и может это доказать. Собака – присутствие друзей или родителей, тех, кто предан и тех, кто не предаст никогда. Горы означают большой энергетический потенциал. Солнце, с одной стороны, намекает на то, что с арканом проще работать днем, утром, а с другой стороны, это определяет фактор блага. Блага будут тогда, когда есть внутренний зов, потребности, то есть сигнал системы. А солнце, когда ты идешь к цели, всегда будет освещать тебе дорогу. Теперь рассмотрим трактовку карты в разных аспектах и вопросах расклада. Если карта выпала вам на будущее, Шут – это полное обнуление и обновление информации, новая жизнь, выход из прошлого, переезд, избавление от старого, ненужного и тяготившего долгие годы. В некоторых раскладах Шут выпадает на рождение ребенка. Работа и профессия. Безработный человек, который сидит на иждивении или в данный момент собирается сменить работу или уже ее сменил. Человек по этой карте не желает обременять себя трудностями, и это касается работы в том числе. Поэтому он перебивается скупыми заработками, сидит на шее у родителей или находится на попечении у государства. Любовь и взаимоотношения, зарождающиеся чувства, легкая влюбленность, симпатия. В некоторых уже давно сложившихся отношениях несерьезное отношение к вашему партнеру. Гуляет направо и налево, совершенно не заботится о чувствах своего партнера. Возможно, в паре установлены определенные нормы поведения, так называемые свободные отношения.
Если нужен ответ «да» или «нет», здесь требуется уточнение, либо наличие рядом положительных или отрицательных карт для ответа. На финансы. Шут редко задумывается о своих тратах, поэтому и с деньгами у него не важно, так как уходят они на разнообразные безделушки, которые не составляют особой ценности для жизни. На здоровье. Шут – это генетические проблемы, хронические заболевания, проблемы с маткой и трубами, детские болезни, такие как корь, ветрянка и желтуха. Знаки зодиака и шут. Уран покровительствует карте шут и дарит знак зодиака Водолей. Характеристика личности. Легкие, веселые, непосредственные, амбициозные люди. В них практически нет страха и сомнений. Их восхищает любой аспект этой жизни, и они стараются проявлять себя в любой сфере. Ровно столько, чтобы не устать, попробовать ее на вкус и отбросить на полпути. Очень медлительно, если дело касается поставленной и серьезной задачи. Поэтому с ними нельзя иметь дел, только гулять и развлекаться. На ситуацию. Шут буквально требует от вас обновления. Вдохнуть полной грудью чистого воздуха и, не слушая никого, начать заниматься тем, что по-настоящему вам нужно. Друзья, надеюсь, что, просмотрев урок, вы почерпнули для себя что-то важное и нужное. Прямо сейчас на курсе 17 видеоуроков с домашними заданиями и тестированием. И это не конец. Мы уже изучаем практику и младшие арканы. Чтобы получить подробную информацию о курсе, пишите мне в личку, которая указана под видео. Прямо сейчас цена за обучение самая выгодная для вас. Торопитесь, потому что вы можете получить приятный бонус. Это курс «Безумной Луны» в подарок.